Описание представленных КТ-томограмм пациентки 56 лет от 28 февраля 2020 года. Выполнено исследование. Компьютерная томография придаточных пазух носа с реконструкциями в 3 плоскостях и в объеме. Контрастное усиление не проводилось. Правая верхнечелюстная пазуха. Слизистая оболочка по нижней стенке утолщена до 4 мм. Выводной проток не сужен. Кистозных или солидных образований жидкостного содержимого не определяется. Импланты в пазуху не пролоббируют. Левая верхнечелюстная пазуха. Слизистая оболочка по нижней стенке локально утолщена до 3 мм, выводной проток не сужен, кистозных или солидных образований жидкостного содержимого не определяется. В пазуху пролоббирует передний имплант на глубину до 5 мм. Пазуха клиновидной кости. Слизистая не утолщена, выводные протки визуализируются не сужены, содержимого в полости пазухи не определяется. Пазуха решетчатой кости. В ячейках содержимого не определяется, слизистая минимально до 1-2 мм, утолщена, выводные протоки не сужены. Лобные пазухи. Воздушны с обеих сторон, содержимого не определяется, выводные протоки не сужены. Полость носа. Слизистая носовых раковин не утолщена с обеих сторон, носовая перегородка искривлена, не имеет дефектов. В правый нижний носовой ход пролоббирует имплант до 4 мм. Височные кости в объеме сканирования. Пневматизация ячеек сосцевидного отростка не снижена с обеих сторон, содержимого в ячейках не определяется, в барабанной полости газ. Внутренний слуховой проход справа и слева не расширен, симметричен. Заключение. КТ-картина минимального отека слизистой оболочки гайморовых пазух и решетчатого лабиринта. Пролоббирование имплантов в правый нижний носовой ход и левую гайморову пазуху. Рекомендована консультация стоматолога. Врач-рентгенолог КМН Максим Анатольевич Котов. Заведующий Центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУС И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. В пазухах у вас минимальный отек слизистой, но назвать это гайморитом нельзя. В правый нижний носовой ход и в левую гайморову пазуху пролоббируют винты, но вокруг них воспаления нет. Собственно, голову, мозг не оценить, режим сканирования на пазухе, поэтому структуру головного мозга не оценить.